Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте, отделке и строительстве. Это последняя серия по работам в моем проекте по ремонту квартиры новостройки от А до Я в Новой Боровой. Непредвиденно проект растянулся на 4 года, в какой-то степени он уже потерял актуальность. Я уже решил собрать все работы, которые остались в этой квартире, сделать последнюю серию и закрыть проект. Следующая серия будет готовый обзор готовой квартиры, дальше дом, и сейчас я уже начал снимать новый проект по ремонту квартиры в другой стране. Следующая работа после установки кухни – это монтаж межкомнатных дверей и приклейка плинтусов. А теперь обо всем по порядку. Поехали! Всего у меня в квартире 4 межкомнатных двери: ванная комната, туалет, детская и спальня. Ванная комната и туалет полотна 70 см, спальня и детская полотна 80 см. Советую заказывать двери заранее, так как срок изготовления дверей в моем случае был 30 дней. Несмотря на то, что я занимаюсь отделкой и строительством, все равно я тоже допускаю ошибки, там откладываю, потом закажем, потом вселимся в квартиру, закажем. И в итоге пришлось ждать еще двери, жить без дверей целый месяц. Поэтому еще месяц после заселения пришлось жить вот с такими самодельными шторками на дверных проемах. Двери выбирали не классические, из клееного бруса с крашенным шпоном. Это белорусское производство, очень качественные двери, поверьте, мне есть чем сравнивать. Салон, где эти двери можно купить, называется Порто Ричи. Там собраны все самые лучшие двери, которые можно найти в Беларуси, на любой бюджет. Если вы выбираете двери, рекомендую посетить. Там работают профессионалы, все расскажут и покажут, что и как лучше сделать у вас в квартире. Ссылка на салон будет в описании к ролику. Двери устанавливал специалист из салона, зовут Виталий. У нас была возможность дополнительно расположиться для работы в общем коридоре. В этом районе коридора находится только моя дверь. Это здорово выручает, если в квартире мало места. Еще мне в салоне подсказали сделать компланарные двери. Это когда дверь стоит заподлицо со стеной, но открывается в другую сторону. Так выглядит схема открытия обычных дверей, а компланарные открываются в обратную сторону. Двери и плинтус покупались в одном салоне. Они покрашены в один цвет по ралу. Рекомендую заказывать плинтуса больше, потому что если не хватит пару метров, соответственно, вам придется платить монтажнику дополнительные деньги за то, чтобы он приехал и доклеил оставшиеся пару метров плинтуса, потому что этот плинтус надо будет заказать, подождать месяц, пока его сделают, потом забрать и вызвать обратно монтажника. Работа начинается со сборки дверной коробки. Все отверстия под петли и замки прорезаны на заводе. Это значительно сокращает количество пыли в квартире при установке. Дверная коробка кажется хлипенькой, но если посмотреть в разрезе, то там внутри фанера. Showed me your affection, but I was looking for perfection, so I moved on and on and on to someone new, as if no one knew what I was going through. I know you think I'm just pretending, and that I can't rewrite. Дверной проем я сделал под стандартные двери, а для этих дверей можно было сделать и поменьше. Рекомендую еще на этапе возведения стен уточнить точный размер будущих дверей. Дверная коробка расклинивается, затем к стене крепится анкерами. Прикручиваются петли. И затем ставится дверь. Обратите внимание на надувной домкрат. Такую штуку очень удобно использовать при установке дверей.
Двери запениваются и на контактный клей приклеивается наличник. После установки дверей монтируется плинтус. Плинтус покрашен в тот же цвет, что и двери. Единственное, рекомендую, что плинтус монтировать после того, как уже будет установлена вся встроенная мебель. Потому что там, где встроена мебель, плинтуса нету. У меня всей мебели еще не было, поэтому монтажник плинтус монтировал частично, а я уже после установки корпусной мебели сам доклеивал оставшиеся куски. Углы предварительно меряются угломером, так как в большинстве своем они не на 100% 90 градусов. Затем на торцовке выставляется угол, который определили по угломеру. Плинтус запиливается с двух сторон. Подставляется в угол и при необходимости часть, которая упирается в стену, корректируется при помощи малярного ножа. Друзья, в последнее время произошло очень много изменений на рынке строительного инструмента. Один из главных производителей и поставщиков инструмента для маляров и плиточников из Китая – это белорусская компания DLT. Мое знакомство с этой компанией произошло в 2020 году, когда мы покупали электрический станок для резки плитки с автоматикой. Макрорез DLT позволяет упростить и автоматизировать процесс резки плитки. Помимо того, что автоматика делает работу комфортней, вы просто нажимаете кнопку и каретка сама выполняет рез, так еще и качество реза значительно выше. Качество получается как заводской рез. Можно регулировать скорость резки, регулятор находится на каретке. Продольный рез до 1600 мм, диагональный до 1130 мм. Виды резов: прямой рез, диагональный рез, под углом 45 градусов, снятие кромки, снятие фаски, закругление торца. Мощный и высокооборотистый двигатель 2300 Вт, 13000 оборотов в минуту позволяет установить на плиткорез диск 120 мм. Одно из преимуществ данного станка – это то, что здесь стоит маленький диск. Потому что такой маленький диск его не уводит в сторону. Если сравнивать с большими дисками на плиткорезах, то большой диск изгибается и линия получается неровная, то есть он чуть-чуть изгибается в какую-то сторону. Здесь же такого не происходит. Плиткорез DLT может выполнять две операции за один проход – рез и обработку кромки фасочным диском. Это позволяет избавиться даже от микросколов, которые остаются при обычном резе, и получить качество заводского края, без необходимости дополнительной обработки плитки черепашками.
Привод диска идет через зубчатый ремень, не напрямую. Это упрощает его обслуживание, а также снижает вибрацию. Боковые складные упоры позволяют работать с плиткой крупного формата. Благодаря складной конструкции станок легко транспортировать и удобно хранить. Из транспортировочного состояния в рабочее собирается за 5-7 минут. Наш плиткорез работает уже 5 лет и за это время напилил километры плитки. Отсутствие пыли, идеальный рез и автоматика упростили, ускорили, а самое главное, сделали нашу работу более комфортной. На сайте компании DLT представлен большой выбор электрических макрорезов и инструментов для укладки плитки. Ссылка будет в описании. Таким образом подгоняются все части плинтуса на всех стенах. Затем плинтус приклеивается на контактный клей. Наносится клей, плинтус прижимается к стене, отрывается и нужно выдержать паузу 5 минут. Клей через 5 минут становится очень липкий и плинтус намертво приклеивается к стене. Не нужно даже никаких подпорок. После установки дверей я смонтировал все освещение. Светильники Denkers. Такой вот минималистичный дизайн. Бочонок. Ну и, в общем-то, крутится в разные стороны. Принцип освещения, что вы направляете светильник, например, на стену, и уже от нее отражается свет и освещается полностью вся комната. Полностью алюминиевый. Сюда вставляется лампочка GU10. И так вот просто закручивается. Лампочки отдельно купил Гаусс на 11 Вт. Нейтральный свет 4100 кельвинов. Из особенностей установки крепления, которые идут в комплекте, они такие слабенькие для моего случая, потому что у меня слой штукатурки и дальше идет бетон. Поэтому я купил вот такие чуть длиннее, чтобы я мог в бетон прихватиться. Значит, вот уже смонтировал два светильника. Какая вот особенность установки светильников, которые идут в одну линию? Вы сначала размечаете крайний светильник, затем размечаете вот этот крайний светильник. И потом уже от этих крайних светильников или натягиваете шнурку, либо ставите лазерный уровень. Я ставил лазерный уровень. И потом уже размечаете по этой шнурке или лазерному уровню все светильники, чтобы они потом в будущем шли в ряд. То же самое и здесь будет. Здесь я буду вот этот крайний светильник размечать с тем крайним светильником, где горит лампочка, и, соответственно, ставить лазерный уровень. Ну а так, в принципе, больше особо ничего такого тут нету. Ну вот он. Светильник этот можно опустить вниз, можно повернуть в любую точку, то есть куда угодно. Это 4100 кельвинов, а вот это вот белый 6000 кельвинов. Из особенностей монтажа таких светильников. Что нужно учесть? Обязательно, когда прокладываете провода, особенно если это по потолку, все фотографируйте и продумайте прокладку таким образом, чтобы вы потом могли прикрутиться светильником. Потому что у меня светильники маленькие, было одно или два места, где проблематично было попасть в место, где нету кабеля. Потому что сплетение из 3 кабелей, и получалось, что некуда перекрутиться. И обязательно все нужно фотографировать. Плюс я послушал электрика, проложил кабель полторашку. На такие маленькие светильники прокладывайте тонкий кабель, потому что, опять же, потом проще будет все устанавливать. На кабель 0,75 можно
запитать 100 таких светильников, еще 100 останется запас на мощность, потому что мощность одной лампочки 11 Вт. Также нет смысла прокладывать трехжильный кабель с заземлением, потому что 99% китайских светильников, они без заземления вообще. И поэтому трехжильный кабель можно не прокладывать не в целях экономии, а потому что вам потом будет удобно тоненький кабель подсоединять и прикручивать светильники. Самое стрёмное место у меня вот здесь. Здесь перекрестие кабелей. Ну, надеюсь, все обойдется. Ну, конечно, еще монтировать в жилой квартире — это геморрой, потому что приходится сейчас застилать, работать с пылесосом. Если есть возможность, конечно, не вселяться в квартиру до того, как вы все доделаете, то лучше все доделать, потому что все временное становится вечным. Во время монтажа основное неудобство вызывает то, что кабель полторашка слишком толстый, а светильники маленькие. А еще у меня была такая работа, как вклейка зеркала в ванной. Вклеенное зеркало — это круто, потому что зеркало дешевле, чем плитка. Чем больше зеркала, тем лучше оно смотрится, и вклеивать его не так уж и сложно. На этапе укладки плитки Дмитрий подготовил основание под зеркало. Так как зеркало тоньше, чем плитка, основание нужно было слегка подровнять клеем. Зеркало по толщине 5 мм плюс 2 мм на клей, а плитка по толщине вместе с клеем где-то 11 мм. Вот эти вот 4 мм надо было нивелировать. По периметру заклеил все малярной лентой, чтобы не испортить плитку. С одной стороны поставил маяк, с другой стороны подрезал правило на 4 мм. Закидал все клеем, разровнял гребенкой и стянул правилом, создавая плоскость под зеркало. Можно, конечно, плоскость под зеркало не выравнивать, приклеивать зеркало на более толстый слой клея, но тогда все будет гораздо сложнее. Само зеркало недорогое, в районе $50. Размеры снимал таким образом, чтобы по краям остался шов такой, как в плитке, 1,5-2 мм. После того, как зеркало привезли, сначала мы его примерили, чтобы все подходило. Для монтажа зеркала самый главный инструмент — это присоски.
Точечно наношу клей для стекла на стену. We're not talking anymore. It's like we're scared of trying. So different from when we started off. No, we're just like, think it's time to call it quit. Think it's time to call И вместе с Володей вклеиваем зеркало. me back to Mexico. That get cooked sun would turn to sun. We're high on me. Wanted to vibe with me. Take me back to Mexico. That get cooked sun. При помощи пластиковых клиньев фиксирую зазоры между зеркалом и плиткой. После установки зеркала Володя продолжил собирать мебель. Корпусную мебель в ванной комнате, в туалете, в коридоре делали на заказ по размерам. Соответственно, собирал специалист с фирмы, где я заказывал мебель. Я записал таймлапс, как это все собиралось. something that I'm breathing, telling me to sleep in. Fix behind my lids like nothing gets done. Living by a bad truth, swallow it like who knew. Marching to the drums like pum 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 pum. Sliding by the beaches, God I have a secret. Life is playing peaches, tell nobody my secret. Drowning out the teaching, God I have a secret. I'm just a fake silhouette, avoiding every threat. I wanna stay like a silhouette, but I can't do that. No, I can't do that. 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 How can I keep this everyday a recess? Hiding my weakness behind my black sheets. Life take a range, yeah, 'cause I'm not in shape, yeah. It's like I'm punch drunk out of this game. Sliding by the beaches, God, I have a secret. Life is playing preachers, tell nobody my secret. Drowning out the deep. После сборки корпусной мебели еще оставалась одна работа. Это натяжной потолок в ванной комнате и туалете. Этот процесс я тоже записал в формате таймлапс. Кто планирует заказать натяжной потолок, можете посмотреть, как происходит эта работа. Это потолок с теневым профилем со светодиодной подсветкой и со встроенным профилем для шторки с подсветкой. I'm just a fake silhouette, avoiding every threat. I wanna stay like a silhouette, but I can't do that. No, I can't do that. 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 Can't do that. No, I can't do that.
Вообще, конечно, сейчас технологии натяжных потолков настолько стали совершенны, что могут заменить собой любой другой потолок. Причем, что монтаж происходит быстро. В данном случае в ванной комнате и в туалете под ключ вся работа заняла полдня. Вот такой потолок получился. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.